Он был обычным парнем из Шэньчжэня, мечтавшим стать баскетболистом. Но одна случайная победа на конкурсе моделей изменила его судьбу. Через несколько лет его имя стало нарицательным миллионы фанатов, культовые роли, слава. А потом скандалы, падения, драмы, обвинения в домашнем насилии, публичные извинения и болезненные разрывы на глазах у всего Китая. Он стоял на коленях перед бывшей, а потом поднимался на сцену под овацией. Он переживал черную полосу, но каждый раз возвращался сильнее, опытнее. Кто он на самом деле, герой Дорам или человек с непростой судьбой за кулисами экранного света? Сегодня мы расскажем всю правду о Сюй Кае, его восхождении, падениях, любви, ошибках и борьбе с самим собой. Все это в сегодняшнем выпуске. Шэньчжэнь. Южный Китай. Именно здесь, в начале весны 1995 года, появился на свет мальчик по имени Сюй Кай. Он рос в самой обычной семье, далекой от мира кино и сцены. Его детство прошло под знаком учебы, дисциплины и спорта. С самого раннего возраста Кай мечтал стать профессиональным баскетболистом. Его кумиром был легендарный игрок, о котором он говорил с горящими глазами. Каждый день после школы он часами тренировался, оттачивая броски и защиту. Он мечтал о большой арене, овациях и победах. Но судьба приготовила для него совсем иной путь. Однажды, возвращаясь домой, он оказался в кадре случайной фотографии, сделанной его другом. Этот снимок быстро разошелся в интернете. Люди восхищались его внешностью, писали, что он должен быть моделью. Словно по воле случая, в том же году он решается участвовать в престижном конкурсе моделей. Несмотря на отсутствие опыта, он побеждает. Эта победа становится первым шагом на пути, о котором он даже не мечтал. Баскетбольная форма осталась в прошлом. На ее место пришел подиум, вспышки камер и первый вкус новой жизни. После победы в модельном конкурсе жизнь Сюй Кая начала меняться. Его лицо все чаще появлялось на страницах модных журналов. Он участвовал в фотосессиях, рекламных кампаниях, учился правильно двигаться, держаться перед камерой и общаться с публикой. Но внутри он чувствовал, что это только начало. Он хотел большего. Модельный бизнес казался красивым, но пустым. В нем не хватало смысла, эмоций, глубины. И именно тогда в его жизни появился человек, который навсегда изменил его судьбу. Это был известный продюсер Ю Джен. Он заметил Сюй Кая и предложил ему пройти пробы в исторический сериал. Для парня, у которого за плечами не было ни одного актерского урока, это предложение казалось безумием. Но Кай не отступил. Он начал изучать актерское мастерство, работать с преподавателями, наблюдать за съемочным процессом и учиться выражать чувства не словами, а глазами и жестами. Вскоре он получил свою первую роль персонажа по имени Ян Цзянь. Эта роль не принесла ему мгновенной славы. Но она стала его учебной площадкой. Сюй Кай терпел неудачи, переснимал сцены по 10 раз, злился, уставал, но продолжал идти вперед. Он знал, что этот шанс дается не каждому. И был готов выложиться до конца. Так началась его актерская жизнь с тяжелой работы, сомнений и желания доказать всем, что он не просто красивое лицо. Он хотел стать настоящим актером. И это было только начало. Долгие месяцы напряженной работы дали свои плоды. Спустя 2 года после первой пробы Сюй Кай получает роль, которая изменит все. Это был масштабный исторический сериал, события которого разворачивались во дворце. Его персонаж – молодой военный офицер с благородным сердцем и трагической любовью. Он вошел в кадр, и зрители не смогли отвести взгляд. Каждый его взгляд, каждый жест, каждое слово пробуждали сочувствие и восхищение. Его герою сопереживали, за него переживали, его любили. И вместе с этим любовь обрушилась и на самого Кая. Сериал стал настоящим культурным феноменом. Его показывали в каждом доме, обсуждали на улицах, фанаты записывали сцены на телефоны, плакали, когда герой умирал, и не могли смириться с концом. Сюй Кай проснулся знаменитым. Его имя узнали во всей стране.
За считанные недели он превратился из неизвестного новичка в нового любимца публики. Контракты, интервью, обложки журналов, красные дорожки – все это пришло одновременно и оглушительно. Но вместе со славой пришло и давление. Он понимал, теперь за ним наблюдают тысячи глаз. Ошибки прощать не будут. И в этом новом мире он должен был либо выстоять, либо исчезнуть. Это было началом его стремительного взлета. Но никто еще не знал, насколько высока цена этой славы. Когда ты становишься знаменитым, ты больше не принадлежишь себе. Именно это Сюй Кай понял на пике своего первого успеха. Его лицо было везде. Но все, что происходило за кадром, волновало поклонников даже больше, чем его роли. В центре внимания оказалось его сердце. На съемках одного из проектов он сблизился с молодой актрисой. Они проводили вместе много времени, часто смеялись, их взгляды прятали больше, чем говорили. И вскоре поклонники начали замечать, между ними что-то большее, чем партнерство на экране. Интернет заполнился фотографиями, слухами, комментариями. Люди делились видео, где они случайно держались за руки, обменивались взглядами, смеялись, будто никого вокруг не было. Эти моменты становились вирусными. Их начали называть самой красивой экранной парой. Но за всей этой внешней романтикой скрывалось другое напряжение, контроль, отсутствие личного пространства. Все, что между ними происходило, обсуждали миллионы. Каждое движение попадало под анализ. Даже если они просто не появлялись вместе, это уже считалось намеком на разрыв. Сюй Кай, который раньше был открытым и веселым, начал закрываться. Он стал осторожнее в интервью, реже появлялся на публике с кем-либо, кому приписывали роман. Он учился защищать личное в мире, где личное больше не существует. Он мечтал о настоящем, но оказался в ловушке образа. Любовь, которую он испытывал, стала достоянием толпы. И с этого момента все начало меняться. Она появилась внезапно. Девушка, с которой он когда-то был близок. Люди знали ее только по прозвищу Дацзин. Когда-то они были вместе. Когда-то он клялся ей в любви. А потом все разрушилось. И разрушилось громко. Однажды в китайской социальной сети появилось ее сообщение. В нем было все – обиды, боль и обвинения. Она утверждала, что Сюй Кай вел себя жестоко. Кричал. Унижал. Один раз, по ее словам, даже толкнул ее в приступе ярости. Фанаты не могли поверить. Их любимец. Тот, кто в дорамах защищает, обнимает, плачет от любви, мог быть таким? Интернет взорвался. Он стал мишенью. Каждое его фото теперь сопровождалось злостью. Люди вспоминали мельчайшие детали из прошлых видео и искали в них признаки правды. Он стал объектом нападок и презрения. Он не молчал. Через свое агентство он признал, что между ними были ссоры. Что в один из моментов он действительно потерял контроль и толкнул ее. Но он настаивал, это не было насилием. Он извинился. Сказал, что жалеет. Что был молод, глуп, вспыльчив. Но интернет не прощает. Появилось видео, где он стоит перед ней на коленях прямо на улице. Его лицо скрыто руками. Люди проходят мимо, снимают. Она стоит перед ним, холодная, непреклонная. Это была не сцена из сериала. Это была реальность. И она была жестокой. Эта история стала тенью, которая будет следовать за ним еще долго. Его репутация рухнула. Контракты замораживались. СМИ обсуждали только одно его падение. Тот, кого все называли идеальным, оказался просто человеком. Со слабостями, с ошибками. И за эти ошибки ему пришлось платить сполна. Иногда жизнь жестче, чем любая дорама. Иногда боль не играется, она проживается. И в тот день Сюй Кай пережил именно такую боль. Скандал продолжал набирать обороты. Люди обсуждали каждый его шаг, каждое слово. Даже те,
кто когда-то поддерживал его, начали отворачиваться. Но кульминацией стало не заявление, не интервью, не пост в сети, а улица. И один по-настоящему унизительный момент. Папарацци поймали их двоих. Он Сюй Кай. Она та самая девушка, с которой все пошло не так. Они стояли прямо на улице. Вокруг люди. В руках телефоны. А потом он опустился на колени. Прямо посреди тротуара. Перед ней. Никакой гордости. Никаких камер. Никакой съемочной группы. Только настоящие эмоции. Он держался за ее руку. Говорил что-то тихо. Кто-то слышал «прости». Кто-то утверждал, что он просто просил ее оставить его в покое. Но все видели одно: перед ними был сломанный человек. Она стояла молча. Не обнимала. Не отталкивала. Просто смотрела сверху вниз на того, кто когда-то, возможно, был ей дорог. Это видео разлетелось по интернету. Люди делились им с шоком. Одни говорили: он заслужил это. Другие писали: он же все равно человек. Кто-то называл это актерской игрой. Но слезы на его лице были настоящими. Для него это был момент абсолютного дна. Унижения. Беспомощности. Одиночества. Ни один сериал, ни одна сцена в кино не могла подготовить его к этому. Он больше не был идеалом. Он был сломлен. И теперь перед ним стоял выбор: остаться там, на коленях, или встать и идти дальше. После той сцены на улице все будто замерло. Контракты, которые еще недавно сыпались один за другим, начали отменяться. Агентства отказывались от сотрудничества. Рекламодатели убирали его лицо с постеров. Даже фан-страницы, где раньше писали слова любви, теперь молчали. Или ругали. Он оказался в тишине. Страшной, давящей тишине, в которой остался только он сам и его мысли. Сюй Кай ушел в тень. Не появлялся на экранах. Не давал интервью. Не публиковал фотографии. Для многих это выглядело как конец карьеры. И, возможно, для кого-то другого это бы действительно стало концом. Но не для него. В эти месяцы он много думал. Переосмысливал свои поступки. Вспоминал все, что говорил, как поступал, кого обидел. Он начал меняться. Не на показ по-настоящему. Он вернулся к спорту. Каждый день выходил на площадку, как в детстве. Бросал мяч в кольцо, словно пытался снова попасть в жизнь. Он бегал, тренировался, читал, смотрел фильмы, учился снова чувствовать. Учился снова быть собой. Не знаменитостью, не героем, а просто человеком. А главное, он начал снова работать над актерским мастерством. Брал уроки, пробовался на второстепенные роли, даже когда его имя вызывало скепсис. Он не говорил «я вернусь». Он просто молча шел вперед. Каждый день. Без камер. Без фанфаров. Это была самая темная полоса его жизни. Но именно она сделала его настоящим. Он узнал, кто он без славы. Без аплодисментов. Без маски. И именно в этой тишине началось его настоящее возвращение. Он не делал громких анонсов. Не говорил «я снова здесь». Просто однажды имя Сюй Кая снова появилось в титрах. Новая дорама, новая роль. Но сам он уже не тот юноша, каким был раньше. На экране он стал глубже, сдержаннее, точнее. В глазах появилась усталость, но не от роли, а от жизни. Он больше не играл чувства. Он ими жил. Первым серьезным возвращением стала роль в военной драме. Его персонаж смелый, отчаянный, с тяжелым прошлым. Многие сказали, это лучшая его работа. Но на самом деле это был он. Настоящий. Зрители чувствовали это. Он не просто читал текст, он говорил от себя.
Он больше не пытался быть идеальным. Он был живым. И это снова привлекло сердце. Проекты пошли один за другим. Ему снова начали доверять. Но теперь все было по-другому. Он не принимал все предложения подряд. Он выбирал. Искал смысл. Отказывался от поверхностных ролей, где важна только внешность. Хотел играть то, что цепляет. То, что оставляет след. Он начал давать интервью осторожно, с паузами, но честно. Говорил, что пережил трудные времена. Что ошибался. Что благодарен тем, кто остался рядом. Он не играл раскаяние, он его чувствовал. В одном интервью он сказал: «Мне было нужно исчезнуть, чтобы понять, кто я. И я до сих пор ищу ответ». Сюй Кай вернулся. Не с громом, не с шумом, а с тишиной, уверенностью и внутренней силой. Он больше не стремился нравиться всем. Он просто делал свое. И именно за это его снова начали уважать. О Сюй Кае сегодня знают миллионы. Его фото украшают обложки журналов, фанаты обсуждают каждый его жест, голос, взгляд. Но есть одна часть его жизни, которая остается вне дорам, интервью и камер. Это его семья. С самого начала своей карьеры Сюй Кай почти не говорил о родных. Ни в одном интервью ты не найдешь подробных рассказов о матери или отце. Он никогда не выкладывал их фотографии, не делился теплыми историями из детства, не показывал семейные праздники. Некоторые считают, что он просто хочет защитить их от шума шоу-бизнеса. Другие, что за этим стоит нечто более глубокое. Близкие люди Сюй Кая не светятся на публике, и сам он никогда не использовал тему семьи, чтобы вызвать сочувствие или привлечь внимание. Даже когда переживал свои тяжелые времена, он проходил это в одиночку. Без опоры на мать, отца или брата, если таковой есть. Все внутри. Все в тишине. Однажды на вопрос журналиста, почему он никогда не говорит о семье, он ответил коротко: «Это мое. Самое личное. Пусть останется там». Возможно, в его доме все спокойно. А может, наоборот, там были свои раны, о которых он просто не хочет вспоминать. Но то, как он относится к этой теме, говорит одно: для него семья – это святое. И если он молчит, значит, это важно. Он привык носить свои чувства глубоко внутри. Не выставлять на показ. Не рассказывать о самом дорогом. Он отдает публике образы, роли, эмоции. Но свою настоящую боль, свою радость, своих родных он оставляет за закрытой дверью. И, возможно, именно это делает его живым. Прошло немало лет с того дня, когда Сюй Кай впервые появился на экране. Он больше не тот юноша с наивной улыбкой и мечтой о баскетбольной карьере. Его глаза стали глубже. Его слова тише. Его шаги осторожнее. Сегодня он актер, за которым стоит не просто талант, а целая история. История взлета, боли, падений и возвращения. Он не идеален, и в этом его сила. Он совершал ошибки. Он терял. Он ломался. Но он нашел в себе смелость встать, когда казалось, что встать уже невозможно. Он не кричит о себе. Он просто работает. От роли к роли. От сцены к сцене. Его персонажи стали взрослее. Он больше не стремится быть красивым героем. Он хочет быть настоящим. Даже если это значит быть уязвимым. Он стал человеком, который умеет слушать. Молчать. Быть один. И в этой тишине он обрел голос. Не громкий, не броский. А тот, что говорит прямо в сердце. Сюй Кай сегодня – это не просто звезда. Это напоминание о том, что каждый имеет право упасть. И что каждый может подняться. Главное – не потерять себя. Он научился не бояться одиночества. Научился говорить «нет». Научился не оправдываться. Он принял прошлое. Принял боль. Принял себя.
И, может быть, именно поэтому миллионы снова смотрят на него не как на кумира, а как на человека, в котором узнают себя. Спасибо, что были с нами до самого конца. История Сюй Кая – это не просто путь актера. Это путь человека, который падал, ошибался, страдал, но все же нашел в себе силы идти дальше. Его жизнь как дорама, полная боли, надежды и тихих побед. Если это видео тронуло ваше сердце, пожалуйста, поставьте лайк. Поделитесь своими мыслями в комментариях, мы читаем каждое слово и очень ценим вашу поддержку. А если вы еще не с нами, обязательно подпишитесь. Впереди еще больше вдохновляющих и настоящих историй. С любовью ко всем нашим зрителям и подписчикам. До встречи в следующем выпуске.